Скажем, совершенно случайно, хотя мы все знаем, что случайности не бывает, это всего лишь цепь последовательностей, да, закономерностей. Совершенно случайно вот эти мои работы через одного знакомого адвоката из Австрии, который использовал мой сервис, ну, похудел, там, что-то я ему там вылечил, попадают в голландское посольство. Ну, понятие случайно. Он очень любил, когда приезжал, мы с ним встречались, в ресторане приглашал и разговаривали на разные темы, есть ли в жизни на Марсе такого типа. И я, будучи специалистом жизни на Марсе, что-то тут отвечал, как мне казалось. И вот так была затронута королевская семья Голландии, там какой-то вопрос он задал, я что-то сказал, и вот этот ответ был связан с супругом королевы. С их здоровьем или с судьбой? А внутренние какие-то проблемы, такие нежные, тонкие проблемы. О которых никто не знал. Как оказалось, что вопрос-то был пикантный, не очень большой, но пикантный. О нем знала, конечно, семья и близкие семьи. Так вот, в кругу близких семьи находятся и послы, потому что они всегда назначаются со стороны королевы. Ну, такой закон. Вот. И вот позвонил он как-то раз, где-то месяц прошел, и пригласил меня в ресторан и сказал: Рубен, вот в посольстве Бенелюкса находится письмо, адресованное от королевы послу, но касающееся вас. Оказывается, то, что я сообщил, он на приеме, был прием в посольстве, он сказал об этом послу. Посол удивился и, так сказать, сообщил королеве. И королева попросила посла организовать встречу с господином Папиано. Ну, с этого момента я стал господином. С господином Папиано при его первом посещении Голландии. Это мне 31 год. Ну, еще молодой, до 33, да, еще 2 года. Сил, я еще расту. Да, Вот. да, возраста Христа. Независимо от этого дела, вот сами работы, помните, я говорил, что я что-то писал, развивал разные, пробовал создать какие-то методы для постижения. Научная трактовка, наверное. Паранаучной. Попадает в государство, на правительственные органы, уровне. да, и там был очень интересный такой сегмент. Не широко развит, но сегмент, а это эффективный метод обнаружения и ускорения развития таланта у талантливых детей. Как это можно сделать при помощи вербальной и невербальной коммуникации? Министерство культуры приглашает меня министром на разговор. Вот. Я в 1994 году встретился летом с министром, и они предложили мне создать экспериментальную школу для применения вот этого очень нестандартного, абсолютно эзотерического метода. Там, в Голландии? В Голландии, да. И на основании этого государство, так сказать, пригласило мне переехать в страну. В 1994 году я и моя супруга, вся семья переехала в Голландию не потому, что нам было плохо в Югославии, абсолютно нет. Там я работал, я был человек знаменитым, работал до самого, которого сейчас, к сожалению, нет в живых. Да. Просто вот эта страна, которая очень благодарен, она мне дала практически все, что я желал бы иметь здесь. Все остальное это делать из денег. А это уже не я, не совсем. У меня свои, будем говорить, цели и желания, ожидания. И я переезжаю в Голландию. Эта программа с экспериментальной школы даже не успеет начаться, то есть не успевает. Министерство, этот механизм достаточно медленный, так сказать, суетливый, бюрократический, они готовят. Как в любой стране. Очевидно, как в любой стране. Не успевает все это начаться, как появляется компания, которая называется «Шторк» в это время. «Шторк» и «Шелл» — это одна и та же кооперирующая, значит, компания. Это нефть, газ и нуклеарная индустрия. Появляется один из директоров, опять через какого-то знакомого, но уже вот с этими документами, которые, оказывается, попали туда, через Министерство экономики, где был другой сегмент, а это эффективные формы использования мозговых своих ресурсов для оперативных переговоров, анализов и так далее, в экономических единицах. То есть как надо правильно думать. То есть это программа уже для бизнеса? Чисто бизнес-программа. Вот как надо думать, как надо подходить к вопросу. В отличие от американских всех других программ, она была основана на человеческих возможностях. Совершенно новый подход. Мы достаточно долго разговаривали вот с этим человеком, с этим директором, разговаривали о гармонии,
человек, кстати, очень начитанный и заинтересованный. Вот, в эзотерике. Простите, а на каком языке вы разговаривали? В Голландии на каком языке? В это время я говорил через переводчика на английском. Я английского не знал. Абсолютно не знал. Вот. И мы дошли до факта вот, последовательности, случайностей и ожидаемых эффектов. Ну, я не буду сейчас. И вот он говорит, ну вот смотрите, говорит, я завтра лечу в Германию на подпись вот это BB Project. Это серьезный проект был нефтяной, где-то около миллиарда, 100 миллионов, сколько я помню. Я говорю, что может случиться, чтобы я не поехал, его присутствие обязательно. Я говорю, да самая банальная вещь остановит тебя, хотя бы паспорт потеряешь. Он говорит, я паспорт не могу потерять, я с ним сплю, я постоянно летаю. Я говорю, ну не на мне решать, но если должно случиться, поверь, тебя никто спрашивать не будет. И мелочь, совершенно незначительная заноза в ноге остановит весь процесс. Ты даже не поймешь, что он остановился. Говорят, это не нам решать. Ну, поговорили. Он уезжает, а это было где-то 150 километров от Амстердама. Он звонит рано утром с аэропорта, говорит, я паспорт потерял. Потрясающе. Самое интересное, говорю, ты не потерял паспорт. Я говорю, ты оставил его в куртке, которую ты оставил у меня дома. Я его, не знаю, посмотрел. Это, конечно, произвело серьезный шок. И яркое впечатление. И ярчайшее впечатление. И меня приглашает эта компания как специалиста. К себе работать? Ну, мы подписали контракт. Я не был работником, у нас был контракт. Я вам скажу, что в этой области газ, нефть и нуклеарная индустрия или ядерная вот, энергия, эти сегменты, то есть эта область, она абсолютно закрытая, она абсолютно контролируемая, она очень витальная, существенно важная. И тут появляюсь я как специалист переговоров, который не знает языка. Иммигрант? Ну нет, он приглашен по приглашению государства, но все равно выходит из, сказать, постсоветского пространства, не имеет никакого опыта ни в нефти, ни в газе, ни в коммуникации, приходит к каким-то совершенно непонятным, несуразным методам, и открываются вот такие двери. То есть вот все, что я рассказывал, это не чудо. Чудо вот это, что двери открываются. Ну, наверное, так надо было. Открывать людей, не зная языка, руками, ногами. Ну, конечно, имея вот эти методы и уже будучи, ну, как бы сказать, достаточно подготовленным ментально, все-таки я работаю над собой, я очень быстро учу языки, имею свои методы учения языка. Через полгода я уже учу менеджмент, непосредственно высокий, то есть 2 замдиректоров и генерального, и через полгода меня компания приглашает участвовать непосредственно в переговорах. Ну, это самое большое, так сказать... Это доверие? Это огромное доверие, причем не в переговорах в начальной фазе, а в фазе проблем. Подписание? Нет, как раз уже когда все сделано, и куча проблем. Claims on claims. Чтобы участвовать в этих переговорах, я начинаю интенсивно учить менеджмент, финансы, экономику, нефть, газ. Я же должен участвовать. Даже не быть на уровне. Даже не будучи специалистом, который должен говорить на эту тему, я же должен сопровождать, что происходит. Это был для меня огромный опыт. Непосредственно, как сказать, on-site, на месте, следить за ментальным формированием, будем так называть, группы людей и правильно позиционировать своих клиентов. Достаточно много проблем мы решили. А как долго вы работали над этими проблемами? Год, 2? Нет, все нет, это... Нет. То есть, когда я вызываюсь, это ожидается вот так. Я имею в виду в этой компании. То, что 3 года я был, 3 года я работал с компанией, то есть и сейчас, когда какие-то проблемы, ну просто они не обращаются к вам. И все, да, не идет и все, надо послать что-то непонятное, то я лечу.